Привет, друзья! Новый год только наступил, а у нас уже столько интересных новостей для вас. Амре подарил Диме Билану Шопан, а Димаш лидирует в американском чарте. В общем, все самое интересное расскажу очень кратко, но в деталях. Итак, оролас новостей от Алга Петербург для вас. Казахстанский исполнитель Ернар Садербаев, известный как Амре, подарил своему наставнику по шоу «Голос» Диме Билану Шопан. Видео разговора с наставником Ернар опубликовал на своей странице в Инстаграм. Амре подарил Билану традиционный казахский шопан, головной убор бурык и сувенирный щит и камчу. Напомним, в декабре казахстанцы Алишер Каримов и Амре стали финалистами российского «Голоса». Однако победа в шоу досталась кыргызстанцу Александру Волкодаву. Это была особенная поездка. В моей жизни были прекрасные песни, слова, моменты. Прочитал все ваши письма и комментарии. Спасибо за добрые слова. Я благодарен каждому из вас. Спасибо. Я считаю, что достойно представил себя и свою страну. Так написал Ернар на своей странице в соцсети. Вот казахи, они какие. Честные, благородные, скромные и невероятно благодарные тем людям, которые творят добро по отношению к ним. И эта казахская доброта меняет людей. Так что думаю, теперь, глядя на такое доброе, теплое отношение, возможно, чуть-чуть наша эстрада станет добрее. Волшебную музыку Нового года представит Астана Опера. Весь январь в Астана Опера будут проходить очень интересные программы для взрослых и юных слушателей. Будет и опера, и романсы, и даже встреча с молодыми казахстанцами, которые получают образование за рубежом. Вот такой вот новогодний подарок приготовили для всех жителей и гостей столицы. Это отличные новости для тех, кто ценит и любит профессиональную, высококачественную музыку, и, конечно, для тех, кто только решил с такой музыкой познакомиться. В любом случае, если есть возможность провести вечер с пользой, надо такой возможностью обязательно воспользоваться. На телеканале Хабар завершился второй сезон Дала Баттл. Это крутое шоу, в котором звезды спорта и шоу-бизнеса сражаются в командах по 2 человека, выполняя различные задания. В командах были собраны 1 человек из шоу-бизнеса и 1 спортсмен. Съемки проходили в Алматы, и так удачно получилось, что мы тоже находились в это время в Казахстане и даже смогли побывать на съемках. Невероятное, очень удачное получилось шоу, и это было понятно уже на съемочной площадке. И если вдруг вы еще не успели посмотреть, то я думаю, это именно то, что сможет скрасить ваш досуг во время новогодних каникул. Ну, конечно, если вы уже посмотрели фильмы из нашего архива. Специально для вас, друзья, мы будем в ближайшие дни публиковать посты в нашем сообществе YouTube. И специально для вас, друзья, мы будем в ближайшие дни публиковать посты в сообществе нашего YouTube-канала с подборками самых интересных видео и фильмов на нашем канале за прошедший год. В общем, надеюсь, теперь у вас есть что посмотреть. Ах да, чуть не забыл, еще кое-что. Мы же побывали в гостях у Алматы ТВ. Утром 31 декабря Алга Петербург в моем лице побывал в гостях у прекрасного телеканала Алматы ТВ. Это уже второй раз, когда нас приглашают принять участие в утренней программе. И каждый раз невероятно приятно побывать в эфире телеканала, и тем более в такой крутой компании суперзвезд телевидения и кино, не только Казахстана, но и всего СНГ. Жанна Байжанова, я уверен, многие из вас знают по фильму «Ракетир» Акана Сатаева. А очаровательная Гульнара Дусматова уже снялась в огромном количестве самых разных фильмов и сериалов. Она снимается в кино с 12 лет. Так что оказаться 31 декабря в такой крутой компании – это большая честь. И я даже скажу, что про неподражаемого Жана и прекрасную Гульнару очень хочется сделать большие фильмы, потому что это люди с невероятной карьерой, и при этом они сохранили самые лучшие человеческие качества, чем и притягивают к себе внимание, интерес и любовь зрителей. Причем удивительно, что после утреннего эфира, который прошел во время нашего визита в Алматы, мы регулярно встречали Гульнару Абдуллаевну на разных светских мероприятиях. И на премьере Марата Бесенгалиева, и на премьере Конокрадов с Амал Ислямовой. Но нам так и не удалось пообщаться в спокойной обстановке. Хотя, конечно, еще раз скажу, очень бы хотелось про нее сделать большой фильм. Ну что же, может быть, во время нашего следующего визита будет шанс. Ну и, конечно, что же за новости без Димаша? Народный артист мира продолжает лидировать на Билборде. Напомню, что Билборд – это американское медиаиздание или журнал, который считается одним из самых престижных изданий в Америке. Билборд отмечает самые трендовые, самые значимые веяния в мире культуры, музыки. И также Билборд знаменит своими чартами, в одном из которых прямо сейчас находятся 2 песни казахстанского вокалиста Димаша Кудайбергена. И я замечу, что отрыв от конкурентов постепенно, по чуть-чуть, но растет, что не может не радовать. Подробнее сегодня об этом поговорим на канале Эхо Питера. Ну что, это все новости на текущий момент. Надеюсь, скоро увидимся.